Итак, снова здравствуйте, с вами Реторн, и мы продолжаем прохождение игры Pillars of Eternity. Как вы помните, в прошлой серии мы исследовали суд грешников и дошли до Солнца в тени, вот, исследовали также его. Вот, и, собственно, мы сейчас находимся перед боем, главным боем с Таосом. Вот, поэтому сейчас я загружаюсь. Вот. В прошлый раз мы все диалоги прочитали, поэтому в этот раз мы это уже повторять не будем. Там ничего такого он не сказал интересного. Ну, то есть, как бы, того, что нужно обязательно проклацывать, да. Поэтому мы просто его проатакуем, вот, и попробуем убить. Даже с первого раза мы почти его убили, с учетом того, что я почти не использовал никаких бафов. И вообще никак, в принципе, не готовился. Вот так, сейчас мы посмотрим, есть ли у нас зелье еще. Зелье, большое зелье выносливости. Вот оно одно всего есть у нас, к сожалению. Большое зелье регенерации. Выносливость в течение 15 секунд тоже подойдет. Зелье сверхъестественного прицеливания, понятно, подойдет, конечно. Обряд древних легенд. Знание +3. Так, свиток малого восстановления, свиток наголомов, свиток защиты. Пускай пригодится. Свиток большого восстановления выносливости пригодится. Обряд ходячих теней не вряд ли. Свиток луча огня тоже вряд ли. Свиток молитвы против страха, немощи. Обряд тайных чудес. Свиток молитвы против немощи. Свиток охраны. Длительность вредных воздействий минус 50% в течение 16 секунд. Свиток огненного шара. Так, ну, вот вроде так. Теперь мы лоты сейчас зарядим. Свиток большого восстановления выносливости, пускай будет у него тоже. Свиток защиты. Свиток большого восстановления выносливости. И свиток защиты, пускай у него будет 1, 2 здесь. Так, что у него сейчас за перчатки одеты? Реакция +5, хорошо. Вот, здесь все нормально, здесь все нормально, хотя вот сюда можно... да, еще лоту я хотел дать. Давайте вот так вот сделаем. Требуется знание 10, пускай его использует наш. А сюда мы большое зелье выносливости ложим. Свиток веера огня тоже пускай здесь будет. Сюда мы ложим еще и большое зелье регенерации. Вот. Главного персонажа у нас в принципе все есть. У Ориджины все тоже есть. Ну, вливание жизненной силы, я не знаю, плюс 50 выносливость максимальная. Давайте ее уберем, а вместо нее поставим зелье железной кожи. Большое зелье регенерации. Зелье боевой раскраски на 20 секунд плюс 20% урона. Вот, в принципе, ну пускай, ладно. Вот, зелье силы пускай стоит. Так, что мы еще можем сделать? Мы еще можем покушать, конечно. Давайте посмотрим, что у нас есть из еды. А готовой еды-то у нас никакой нет. Давайте посмотрим, что мы можем приготовить. И можем еще зелье приготовить. Свиток 5 уровня, свиток вихря, свиток стены огня, свиток заграждения, доблести. Свиток среднего восстановления выносливости, свиток паралича. О, смотрите-ка. Ну, давайте создадим максимальное количество слитков паралича, которые мы можем создать. Вот так вот. Паралич это всегда хорошо, правильно? Правильно. 5 сюда. И 5 сюда. Я бы еще полиджи не дал оставшиеся 5. Вот. Вместо зелья, что это у нас, зелье боевой раскраски, да? Вот, отлично. Так что мы сейчас на параличе все выйдем. Зелье 4 уровня, большое зелье выносливости. Давайте тоже десяток создадим. Вот так. Сюда. Сюда. И 2 штуки сюда. Стойку, в принципе,
Ну еще, конечно, стойку бы дать. Давайте, наверное, дадим ему вместе серии. Так. Давайте создадим. 4 уровня. А, подождите. Мыслюсь. Ну да, все правильно. Создать. Вот так вот. Давайте еще создадим. Так, что еще мы умеем? А, в принципе, остальное все фигня. Так, по поводу еды. Цыпленок жемчужного леса. Максимально у нас плюс 10, сложение плюс 2. Телятина. Максимально у нас сила плюс 2. О, давайте. Хотя у нас тут всего 2 рагу. Что вот это вот такое мясо? То есть у нас всего 2 мяса. Вот такая вот печаль, ребят. Ладно, давайте цыпленок жемчужного леса. Не цыпленок жемчужного. Ну, давайте цыпленок. Лесом 3 штуки сделаем. Один. И остальное создадим телятину по-герцогски. Вот так. Теперь мы сохраняемся, когда мы уже все подготовили. Yes? Вот, это мы уже знаем, что сейчас будет. You are... Ну и здесь Таос снова. С которым мы также уже говорили. Я в этот раз не разговаривал. Хорошо. Так, а лоту нужно свалить отсюда. Так, давайте вот так вот. Ой. Да уходишь ты, блин. Ну, лотик, родной, иди сюда. Ай, печалька какая. Просто очень неудачно все началось. Очень неудачно. Так, у Каны ничего там нет, да? Ну ладно. Давайте тогда его подлечим. Есть такое дело. Так, теперь сюда.
Реджина, ты где у нас? Вот здесь ты, да? Хорошо. Так, сразу-ка. Вот проблема-то какая, а? Так, у тебя там есть какая-то? Нет, нету. Здесь, ну, корона. Корона это фигня. Так, раз. Ага, понятно. Надо, короче, наверное, поднимать наших товарищей. Вот, кто у нас тут лег? Так, и сразу же отлечивать их. Так, а здесь мы сделаем вот. Так. Здесь мы сделаем вот так. Здесь мы сделаем вот так. Так, полежинка. У нас продолжай, наверное, главного атаковать. Вот так. Так, а я здесь, наверное, снова круг защиты положу, потому что пора бы уже. Так, болотику надо сбегать. Вот. И издалека, пускай он там накастует какой-нибудь паралич. И что у нас тут? Все печально, да? Он снова ушел? Нет, вроде бы не ушел. Главного положили. Так, что там, Таос еще не собирается, да? Уходить. Так, ладно. Таос, тебе пора. Таос, тебе пора. Хорошо. Теперь снова паралич. Здесь у нас осталось еще 2 воскрешения. Давайте вот так вот. Так, это сюда. Главное у нас, где он там находится? Вот он. Все, убили обоих. И теперь мы просто на него всем скопом наваливаемся, только с правильным образом. Вот так. Так. Ём.
все. У ваших ног лежит тело Таоса. Оно пустое. Густая сеть морщин на его лишенном света лице, появившаяся от молчаливого несения вечного бремени, теперь разгладилась. Его душа неподвижна и беззащитна. Вся энергия рассеялась при поражении. Она накинута на тело, как сова. All those lifetimes spent to preserve a single vital secret. I can't imagine having that much certainty. Кана смотрит на тело, склонив голову. Все эти жизни потрачены, чтобы сохранить один важный секрет. Не могу представить, каково это — обладать такой уверенностью. That's the servant down and the mistress still to go. A good start, worthy of being built upon. Со слугой разобрались, теперь очередь за хозяйкой, говорит стоик. Хорошее начало, теперь нужно продолжать. After journeying for lifetimes, I can't imagine his failure, knowing it was all for nothing. Сагани рассеянно почесывает голову Итумаака. После стольких жизней и путешествий не могу представить, что его постигла неудача. Он знал все это, и понапрасну. In his own way, Taos must have truly believed he was caring for the people of Eora, protecting them from themselves. A shame his soul won't have a chance to reflect on his errors before it enters the wheel. Полиджин. Таос, должно быть, действительно верил, что он заботился о жителях Эоры, защищая их от себя самих. Жаль, что у его души не будет возможности обдумать свои ошибки, прежде чем она попадет в колесо. He spent his lives, more than any of us will ever know. For what? Binding the world to a lie. Could a man like that ever be redeemed? Алот качает головой, смотря вниз на Таоса с жалостью и изумлением. Он провел много жизней, больше, чем кто-либо из нас сможет познать. И ради чего? Сковывая мир своей ложью. Он поднимает взгляд на вас. Можно ли было искупить его грехи? Изучить душу Таоса. Сделав глубокий вдох, вы погружаетесь в душу Таоса. В Брэкенбуре она была лабиринтом с узкими коридорами и тупиками, а теперь стала широкой и безграничной. Стены ее рассыпаются, как руины Энгвита, когда вы через них проходите. Вы путешествуете целую вечность, спеша к известной цели, памяти, которую мельком заметили раньше. Наконец вы видите всего лишь булавочный укол света в конце длинного туннеля, который расширяется все быстрее по мере вашего приближения. Вы появляетесь в комнате, в которой стоите сейчас, но она все еще новая и заполнена мужчинами, женщинами и детьми, тысячами, и все они повернуты к большому адровому столбу и механизму, в который он заключен. Возле механизма стоит Таос, теперь вы с ним единое целое. Вы окидываете взглядом толпу, смотрите на лица сморщенных стариков и розовощеких девочек, на матерей, которые покачивают младенцев, чтобы их успокоить, и отцов, которые смотрят на вас с тревожным ожиданием, держа за руки своих беспокойных детей. Женщины со слезами в глазах кивают вам. Вы поворачиваетесь обратно к механизму. Дыхание ваше сдавлено под весом нежелательных знаний, нежеланных знаний. Готовясь в одиночку отправиться в путешествие без конца, вы закрываете глаза, открываете их снова. Механизм все еще неподвижно стоит перед вами, маня к себе. Вы занимаете свое место перед ним, кладете руки на большой механический диск у основания, огромные кристальные колонны и произносите всего одно слово. Гигантские кольца со скрипом оживают и ускоряются, из чего вспыхивают ряды суровых резных ртов. Платформа под вами содрогается. Теперь вся комната трясется от вибрации ускоряющегося механизма, а все звуки поглощает глубокое оглушающее гудение. Ослепляющие отростки света дугами тянутся из столба во всех направлениях. Вы оглядываетесь через плечо и видите, как они поглощают толпу, сжигая их словно раскаленным до бела железом. Один за другим отростки исчезают, оставляя чучело из пепла там, где стояли живые люди. Многие из них осыпаются в серые кучи при сильных толчках. Вы смотрите на верхушку адрового столба. Там, вместе схождения дуг, формируется светящаяся сферическая масса. Она растет и пульсирует, прозрачная и грушевидная, как какой-то огромный, медленно вращающийся кокон, будто сплетенных из дуг света. Когда последняя дуга исчезает, призрачная масса на секунду зависает на месте, прекращая вращение. Она такая яркая, что вам приходится прикрыть глаза вытянутой рукой. Вам кажется, что она смотрит на вас. Вы склоняете голову в признательности и поднимаете взгляд обратно вверх, где кокон тает, как теплый свечной воск, проникая в столб, который вспыхивает ярким, как солнце, светом, затем затухая. Механизм замедляется и резко останавливается.
Когда затихает последний отзвук его скрежещущих шестерней, зал вокруг замирает. Вы остаетесь в одиночестве. Со всех сторон сквозь память начинает просачиваться реальность, и возвращайте собственное тело, разглядывая безжизненный труп Таоса. Вы чувствуете апатию в душе Таоса, подавляющую усталость, которая задерживает ее ход и делает уязвимой к манипуляциям. Вы чувствуете, что победа дала вам какую-то власть над ней. Вы можете сделать с ней все, что угодно. Разорвать душу на части. Знать его душу в Брейт и Аман. Таос из Аркана, твоим тебя не может быть совершенно только суть. Ты не можешь больше избегать справедливости. Да, где-то вариант. Would more immediately satisfy the cravings in my bones. But this is the stronger lesson, for his soul is already marked by his own hand. Если бы мы применили учение стоика, то это быстрее бы утолило зуд в моих костях. Но это более серьезный урок, ибо его душа уже помечена его собственной рукой. Режим. Возможно, это лучшее в мире место для Таоса, там, где он не может причинить дальнейшего вреда. Все же, ты со временем смог найти Авару. Что такое пара тысяч лет для такого, как он? Вы рассматриваете неподвижную и подавленную душу Таоса, и ваш приговор придает вам силу. Ваша воля теперь кажется толстой цепью, и вы сковываете ее Таоса, сдерживая все движения и пресекая любую возможность сопротивления. Вы представляете перед своим мысленным взором вечную тюрьму и ее камеры из адры, заселенные душами, которые решили предать себя, чтобы избежать бесконечной бездны с безнадежного самоанализа. Вы выбираете незанятый столб и вливаете свое сознание в него, создавая идеальную, непроницаемую полость с места для одного. И теперь вы собираете душу Таоса и переносите ее в столб, будто бестелезный тюремщик, вызванный самим правосудием. Вы чувствуете сопротивление души, исходящий от нее униженный страх, но ваши оковы не будут разорваны. Когда наконец душа заперта, вы начинаете отступать обратно в свой центр. Вы почти готовы поклясться, что слышите далекий бессловесный крик о пощаде. В наступившей тишине единственное слово, эхом раздающееся в вашем разуме, слово, которое вы сказали тогда, когда были с Таосом единым целым в древнем воспоминании. Вы понимаете, что это слово, которое запускает механизм. Я что-то так и не понял тайну. Ну что ж, ребятки. Я так понимаю, что пришло время поговорить с каждым из вас. So much for Theos, then. Что ж, вот с Таосом и покончено. Полежина вглядывается в механизм. 3 века в ее золотых глазах выдвигается и прячется обратно. Now you have a chance to set things right, back to the proper order of things. It will take the Deerwood generations to recover, but at least these souls will find their way back to the wheel, as it should be. Теперь у тебя есть шанс все исправить, вернуть обычный порядок. Дирвуду понадобится не одно поколение, чтобы восстановиться, но, по крайней мере, эти души найдут путь обратно в колесо, как и должно быть. Да, согласен. Ah, the end of the road greets us at last. You fared well, Watcher. Better than any Watcher has right to. Seems you were afield in need of a flame's cleansing. Наконец нас приветствует конец дороги. Ты показал хороший результат, хранитель. Его глаза сужаются. Лучше, чем дозволено любому хранителю. Похоже, ты был полем, которое нуждалось в очищении огнем. Would that my own trial had produced such an outcome. I had figured myself for the field all this time. But you were the field, and I the darkness. A lesson neither of durance nor of Margaret. But with that trial's end, a new one begins. A god's trial. And I will stand in judgment without mercy. Если бы мое собственное испытание привело к такому результату. Я считал себя полем все это время, но полем был ты, а я был темнотой. Урок, который не преподали ни стоик, ни Магран. Но с окончанием этого испытания начинается новое испытание Бога, и я буду судить без пощады.
Да, стоит. Я с тобой тоже согласен, надо всех богов теперь поубивать. Ну, а Лот, что ты нам скажешь? Astounding. I always knew the Leaden Key stood for something big, but I didn't quite realize what I'd gotten myself into. And now, you're in the middle of something even bigger. With a decision that will affect millions. Он смотрит на массивный адровый стол. Поразительно. Я и раньше знал, что за свинцовым ключом скрывалось что-то масштабное, но не совсем понимал, во что впутался. А теперь дело еще более серьезное. Твое решение повлияет на миллионы. But even if you send the souls somewhere specific now, who knows what the next turn of the wheel will make of them? We can't really control what happens to them. Nor should we try. I had to see the monster Theos had become to realize that. Он оглядывается на стол. Даже если ты отправишь души в какое-то определенное место, кто знает, что из них получится при следующем обороте колеса. Мы не можем управлять тем, что случится с ними в итоге. Да и не пытаться не должны. Мне нужно было увидеть того монстра, которым стал Таос, чтобы это понять. Может быть, может быть. Это твое решение, конечно. Что бы ты ни выбрал, я рад, что наши пути пересеклись по Злачной долине. Окей. I'm here. Сагана. Never thought I'd see something like this in my travels. Lends a little perspective, doesn't it? Она качает головой, восхищаясь окружающим вас движением. Никогда бы не подумала, что встречу такое в своих путешествиях. Заставляет посмотреть на все немного иначе, не так ли? Подумать только, решения, которые ингвитанцы приняли 1000 лет назад, все еще влияют на наши жизни сегодня. Она качает головой. Было бы грешно отказывать этим душам возможности найти собственный путь и собственную цель. Что теперь? Думаю, это зависит от тебя, не так ли? Я слишком низкая, чтобы дотянуться до ручек на этой штуковине. Она кивает на механизм. Насколько я знаю, если ты используешь этот переключатель, эта штуковина разнесет нас аж до на оси так. Впрочем, что бы ни случилось, я рада, что мы путешествовали вместе. Спасибо, что путешествовал со мной. Я бы, наверное, все еще слонялся обочиной, если бы не ты. Она почесывает голову Томау. Спасибо, что довел нас так далеко. Ну и Кана. We've come to the end of it, my friend. It has been an honor to walk this road with you, and I will regret our parting. Мы подошли к концу, мой друг. Для меня было честью идти по этой дороге вместе с тобой. Я буду сожалеть о нашем расставании. Возможно, когда-нибудь мы встретимся снова. Я не буду долго оставаться в Бравл-Тай. Если там наступают перемены, я понимаю, что ничем не могу воспрепятствовать. Но в мире есть еще много мест, которые нужно увидеть. Тайн, которые нужно раскрыть. Кана улыбается. Попытаюсь следовать твоему примеру, ага. Я скажу всем, кого встречу, что есть хранитель, который бросил вызов судьбе. И благодаря этому они поймут, что нет ничего невозможного. Трогательно, трогательно. Что ж, похоже, нам пора к механизму. Когда вы подходите к механизму, дорожка под вашими ногами внезапно превращается в мощенную мостовую. Если бы вы не испытывали подобного в Тейр-Эврон, вы бы могли подумать, что механизм вас засосал в себя и оставил где-то в глуши. Над головой пылает яркое солнце, а волнистые луга и густые леса по обеим сторонам дороги могут находиться в любой части Дюры. Вы слышите за спиной громкий грохот и поворачиваете голову. Скин. Перед вами стоит тощий мужчина в лохмотьях и кандалах. Все его тело исполосовано следами от хлыста, а на тех местах, где должны быть его нос и уши, зияют покрытые рубцами язвы. Он воняет прокислым потом и грязью. Вы замечаете, что кто-то бредет по дороге, но фигура повернута к вам спиной. Сейчас ваше внимание обращено на Рабаша. I have observed you, Watcher. The way you handled that noble girl in Deerford, delivering an idol effigy to her uncle. A most careful scheme. Его черные глаза блестят. Я следил за тобой, хранитель. Затем, как ты управился с этой девчонкой-вельможей в Дирфорде, вернув ожидающее своего времени чучело обратно дяде. Он кивает, блестя покрытой рубцами головой. Очень расчетливый замысел. You have labored at the pleasure of others. That shriveled hag in Hadrit House. Those preening soldiers with more taste for silk than steel. The wretched tribesmen playing out their fantasies of grandeur. And then you cowered and knelt before the gods themselves, begging one paltry favor and receiving riddles and visions in response. Ты трудился по воле других,
этой сморщенной ведьмы в доме Хадрета. Этих самодовольных вояк, которые в шелках разбираются лучше, чем в клинках, и жалких дикарей, мечтающих о величии. А затем ты съежился от страха и преклонил колени перед самими богами, прося о единственном пустяковом одолжении, а в ответ получил только загадки и видения. And now the gods give you orders and commands, even while you set out to fix what they cannot. Yet what have they offered you? Он подвигается поближе с хитрой ухмылкой на изуродованном лице. Вонь, исходящая от него, становится невыносимой. А теперь боги отдают тебе приказы и команды, даже при том, что ты собираешься исправить то, что не могут исправить они. И что они предложили тебе? Они предложили нам способ остановить Ваидику и Таоса. Этого для меня достаточно, говорит Прохождение. На лице Алота появляется гримаса недоверия. У меня возникает чувство, что так он пытается дать тебе новые указания в интересах его хозяина. Будь осторожнее, Алота. Учитывая ширину железных кандалов, удивительно, что он может поднять свою костлявую руку. Но он поднимает и указывает на фигуру, идущую по дороге в другую сторону. The exiled queen is not an ungrateful patron. Королеву в изгнании нельзя назвать неблагодарной покровительницей. Вам удается лучше рассмотреть одинокий силуэт, и вы понимаете, что она одета в поношенные, но при этом дорогие одежды. На голове просматриваются очертания сломанной короны. Она продолжает идти медленным, но твердым шагом. Судя по всему, Ваидика. Finish the work Theos began. Strengthen Woodica with these souls and allow her to become the most powerful of all the gods, with you as her favorite. Голос Скина превращается в алчный шепот. Закончи работу, которую начал Таос. Усиливай Ваидику этими душами и позволь ей стать самой могущественной из богов. И сам станешь ее фаворитом. Я работал... Если я помогу Ваидике, то тайны богов останутся скрытыми. Он потирает руки, блестя черными глазами. Надежно скрытыми, да? От кровожадных правителей, которые перестанут бояться наказания в следующей жизни. От жестоких хозяев, которые ни перед кем не будут отвечать. Миру нужны заговоры. Или души мужчин и женщин настолько чисты, что ты готов разорвать тонкие нити, которые связывают общество? Что значит фаворит? Получатель благодати в Ваидике. У нее всегда находилось место для особо достойных смертных. Если ты поможешь ей сейчас, она станет самой могущественной из богов. А ты будешь тем, кто сделал ее такой. Подумай о всех тех жизнях, в течение которых ты будешь пожинать плоды своих действий. Поэджин делает шаг с Кейном. Это безумие и слабоумие одновременно. Зачем вступать в союз с тем, кто противодействовал нам на каждом шагу? Скейн обращает свои похожие на уголь глаза на Поляджина. Это говорит твоя спутница, которая покинула собственная страна. Ты действительно доверяешь ее мнению о союзе? Я работал против Ваидики все это время. За что ей мне благодарить, если я уничтожил ее самого преданного слугу? Рваная дыра в лице Скейна морщится от отвращения. Преданный и слабый. Таос показал свою несостоятельность, когда не смог предвидеть твои действия. Раскрытый план уже хуже его отсутствия. Но ты оказался сообразительным, смог понять замыслы богов. У Ваидики хорошая память. Хранитель. На друзей и на врагов. И она верна своим клятвам. Скейн поднимает котомку, лежащую его ног, и взваливает ношу себе на спину. Я объяснил возможные варианты, хранителя. Продолжай играть роль пешки богов или стань партнером одного из них. В конце дороги фигура останавливается. Ее голова поворачивается ровно настолько, чтобы оглянуться через плечо. Лицо практически скрыто, но вы замечаете обожженную, покрытую рубцами щеку и безжалостный глаз, который изучающе смотрит на вас. Я не буду тебе помогать. You say that now, but when you're standing in front of the machine, considering the lifetimes and the powers that await you, we'll see what you do. Он смеется. Это ты говоришь сейчас. Но когда встанешь перед механизмом, думая о всех жизнях и возможностях, которые тебя ожидают, посмотрим, что ты сделаешь. Он продолжает идти по дороге. Когда солнце внезапно прячется за горизонтом, вы мгновенно погружаетесь в темноту. Вы приходите в себя перед механизмом. Да нет, ребята. Yes? Что? Не помогу. Я нажимаю. Тут все подвисло. А нет. На глазах у ваших спутников вы вступаете на место, где когда-то давно стоял перед своими последователями Таос. Огромный механизм стоит перед вами, дремлющий, ждущий. Вы видели этот механизм и подобные ему в работе. Вы знаете, как им управлять. Это устройство для перемещения душ.
Поскольку вы хранитель, то задать направление будет просто, хотя, учитывая размеры механизма, это может стать последним, что вы сделаете. Еще не время. Так, ну а что здесь можно сделать? Да. Перенести команду. Старые шестеренки оживают и начинают поворачиваться с грохотом камня, трущегося о камень. У вас есть всего несколько мгновений, прежде чем души будут направлены в адровую жилу. Это ваш единственный шанс направить их. Вернуть души в тела, для которых они были предназначены. Вы закрываете глаза, чтобы расширить свое сознание наружу, выбирая колоссальное количество душ, десятки тысяч душ, окружающих механизм. Вы едва удерживаете души. Вам крайне сложно удерживать их под своим влиянием, и вы чувствуете, что они ускользают от вас по мере того, как механизм набирает скорость. Наступает краткий миг, когда кажется, что вы удерживаете их все вместе. Их сила настолько велика, что вам кажется, что они сейчас разорвут вас на части. В этот миг вы концентрируете все свое естество на том, чтобы изменить их орбиту, придать их потоку новое направление. At your command, the ancient device became your instrument, spinning to life with deafening resonance and gathering up the swirling essence like thread on a great spindle. There, in the pale pulsing glow of the machine that set you on this path long ago, you summoned all your strength, focusing on your objective and blocking out all else. With a single concussive blast that rocked the chamber and sent you tumbling to the ground, you freed the souls from their stasis. Exhausted, your consciousness slipping away, your last sight was of the machine, dark and dormant. Then your eyes closed, and sleep welcomed you at long last. After coming to and searching for some time, you discovered the route Theos used to enter Sun and Shadow, and embarked on a long and arduous ascent back to the surface. You emerged in Terra Evron after days of tunneling through the rubble Theos had left behind, and when you stepped into the daylight, you were faced with a different Deerwood than the one you had left. At your direction, the souls diverted by Theos were guided back to the vessels originally meant for them. For the first time, parents of hollow-born children woke to the cries of their infants, and looked into their eyes to see them staring back. People fell to their knees where they stood, thanking Helia or Mogren, or even Aethys for their forgiveness of whatever guilt they felt they bore. But for all the relief that had come to some parents, others only found new grief. For many thousands of Hollowborn had died during Wideone's legacy, many by their parents' own hands. For those children, there would be no homecoming. Yet the last Hollow birth was in the past now, and those parents willing to risk trying for a new child were frequently rewarded, often with twins. Many felt they saw Helia's hand in it, and the year would be remembered as the year of Helia's splendor. Lord Radric's zeal had brought him back to life once, but it would not do so again. Radric's destruction at your hands spelled the end of his suffocating rule over Gilded Vale and the surrounding area. In his absence, the village prospered, becoming a popular destination for new settlers anxious to leave Defiance Bay after the riots. Without a nearby ruler, it also grew more wild, with many settlers moving on as soon as they'd arrived, turned off by lawlessness that was excessive even by Deerwooden standards. Nevertheless, despite the challenges of living there, Gilded Vale had survived, and would continue to survive for the foreseeable future. Following the assassinations of Duke Avar Wolfgren and Lady Webb, Defiance Bay was thrown into political upheaval. In the ensuing weeks, the streets had become the domain of looters and blackguards. Few dared to step outside their own doors alone or unarmed. But order was soon re-established by the Knights of the Crucible, who, despite their depleted numbers, had gained favor in the public eye for their role in the unraveling of the conspiracy surrounding Wideone's legacy, and were quickly reinforced by returning forces from Fleetbreaker Castle. For the Knights, their resurgence marked a return to the tradition as well. Having seen firsthand the dangers presented by dabblers in animancy, the Order quickly abolished the practice internally,
preferring the familiarity of their hammers and forges to the uncertainties of Essence and Adra. Their identity rediscovered, the knights suppressed their political aspirations and began once again to train their recruits in the art of blacksmithing, recapturing the post-revolutionary ideals of Deerwood and regaining the respect of its citizens as a result. Though the machine atop Ter Noaneth had been disabled, it had not seen its last use. Heritage Hill was rebuilt, and no sooner had the first families moved in to resettle the district than members of the Leaden Key, acting under standing orders from their Grand Master, climbed the tower and reactivated the machine. The initiates slew a handful of the new settlers under cover of night and watched as history repeated itself, the victims reanimating and devouring the survivors. After this second incident, the district would remain abandoned. The Duke's assassination at the apparent hands of an Animancer had caused catastrophic rioting in the streets of Defiance Bay, and few Animancers survived the first day. Many Deerwoodans took the end of Widewind's legacy as a sign, both that the gods did not approve of Animancy, and that the purging of Animancers in Defiance Bay had been enough to satisfy them. In time, their rage would subside, and a number of surviving Animancers remained in and around Defiance Bay, often taking to the wilds to practice their science without repercussions. In the town of Deerford, an underground cult dedicated to Scan insinuated itself into the town's institutions. It became a popular travel destination for the wealthy, who were actively courted by the town's leadership. But few who visited the town would ever return, as they soon found their fortunes plummeting and their reputations destroyed by their own kin. The fortress of Cadnua emerged as a bastion of security in the midst of an untamed land, becoming the envy of every thane and earl in Deerwood. Legend grew over time of its impregnability, and stories of formidable invaders easily scattered by the keep's defenses became popular around the hearths of Deerwoodinians. Likewise, it also became a beacon to travelers, merchants, and visiting dignitaries alike. Reputed as the finest fortress in all Deerwood, people would journey from near and distant lands alike to experience its fabled hospitality and grandeur. After the death of the Master below, a strange quiet fell over the endless paths of Adnua. The attacks on the fortress above ceased, Adnua's silent titan the closest remaining thing to a master in its musty, forgotten passages. Palagina had gone against the Duke's Bell's orders by inventing a new trade arrangement with the Anamenfath to accommodate the recovering Deerwooden market. With the Deerwood's people still weakened by Weidman's legacy, the Valian republics easily pushed their would-be competitors out of the market. For her outrageous insubordination and audacity, Palagina was banished from the republics. She traveled north in the Eastern Reach, avoiding Valian ports and entering the ranks of the kind wayfarers. Despite her bravery and dedication to those in her care, her strange appearance made her feel like an outsider wherever she went. Adair chose not to return home to Gilded Vale. Through a number of quiet inquiries, he soon found his way into the underground organization of Aethasians known as the Night Market. Ironically, in learning that the gods had been fabricated, Adair found his faith in Aethus renewed, and that his god was neither alive nor truly a god had become irrelevant. He rose quickly through the ranks of the Night Market for his optimism and for his bold leadership, his ultimate goal to make the Deerwood a place that would welcome followers of the Shining God once again. When the dust settled in Sun and Shadow, Aloth looked upon the remains of Theos Ixarchanon, his former master. He saw where the Grand Master had gone wrong and what would be required to undo the harm Theos had wrought. With a flick of his wrist, he burned Theos's robe, headdress, and every other symbol of the man's power. Never again, he vowed, should Kith live in fear and blind obedience to an authority they did not understand. Armed with the knowledge and courage he had gained on his journeys with the Watcher, he set out on the long and lonely task of dismantling the Leaden Key. With the Watcher's goals accomplished and his own vows fulfilled, Kanorua sailed back toward Rawatai, thinking on the lessons his travels had provided him. By the time he landed at Tekoa, he understood what his path must be.
Standing before the Lore College, Kanarua explained that the tablet he sought had been destroyed, and so a true interpretation of the Tonvi Oratoa could no longer exist. The people of Rawatai would have to create their own. He described the many strange things he had seen in his travels, and announced his intent to pursue the accumulation of knowledge abroad, seeking answers to new questions. True to his word, Kana soon set sail on yet another expedition, and in Tekoa, his passionate accounts inspired many to follow in his footsteps. With Theos defeated and the souls released from Sun and Shadow, healthy children were born once again in the Deerwood. The grieving mother sought a place where she might do penance for the birthing bell. She returned to Deerford, where, to the astonishment of the villagers, she delivered the first healthy child in over a decade. She remained there, and with each new birth, she saw a measure of hope restored to the Deerwood, and a measure of grace for her own troubled past. Durrance used Magrin's strength only until Theos had been cast from the world, and then swore off her influence entirely. Regret came to weigh heavily on his mind, and a man who had never previously lacked for words or opinions came to embrace silence and contemplation. He continued to wander, penniless and destitute, searching now not for the reason for his goddess's silence, but for a mechanism for revenge. The charred robes he continued to wear as a reminder that he had been burned by his goddess, and not just by the flames of the Godhammer. Sagani experienced the 4 months of her journey back to Masuk in vivid colors. She strove to memorize every moment of her final trip through the Deerwood, Erglonfoth, the Valian Republics, and beyond, preparing to tell her village of what she had seen on her long journey. All of Masuk shared in her triumph, and she felt her pride and elation magnified by the joy of her village. Never again did she doubt the value of her sacrifices. After decades as a long hunter, Sagani finally became one of Masuk's most respected elders. She guided her community with wise counsel, and a generation after she finally passed, another huntress journeyed into the world to find her soul. For you, the death of Theos brought an end to your waking visions, and a silence to the whispers of the past. In their absence, you were able to sleep. The questions of a distant lifetime ceased to trouble your soul. All that remained was what to make of the answer. But at the moment, there was little to be done, and the matter would have to wait. A long journey loomed ahead. Итак, к сожалению, я не смог прочитать то, что там было написано, вот, потому что, как диктор говорил, да, чтобы не перебивать друг другу, поэтому вы сможете это, в принципе, прочитать самостоятельно. Ну, вкратце там рассказываются последствия всех наших действий, абсолютно всех значимых квестов. Вот, и в конце говорится о том, что нам наконец-то стало хорошо, вот, то есть мы успокоились. Вот. Единственное, что нас беспокоило, это наш вопрос, точнее ответ на вопрос, который нам дали. Но и тут есть задел, судя по всему, на продолжение, на какой-то DLC. То есть, что мы должны были решить, что делать с ответом, но этот вопрос пришлось отложить, потому что впереди предстояло новое приключение. Вот это очень круто. То есть главным героем нового приключения будет мы. Вот. Братства как такового, да, нашей компании нет, она распалась, каждый отправился по своим делам, как в принципе изначально было и понятно. Вот. Но вот мы, ребята, и прошли с вами игру. Мои впечатления, это просто великолепно. То есть это изумительная игра, которая вобрала в себя все лучшее из старых игр. Вот. Игр как раз моей, наверное, молодости, скажем, да, моего юношества. Вот. И она выпущена была сейчас, и это вот именно то есть это вот та ностальгия приятная, которую
реально хочется перепроходить снова и снова. Вот, возможно, кстати, мы с вами этим и займемся, ну, на более сложном уровне сложности. Вот еще не знаю. Что в заключение хотелось бы сказать? Спасибо, что все это время вы оставались со мной. Вот. Возможно, переживали со мной вместе как бы все взлеты и падения, да. Особенно те времена с драконом. И с ограми еще тоже было. Вот. Но в целом все просто замечательно. То есть это наконец-то эпическое приключение, которого я ждал очень давно, да, оно наконец-то завершилось. Немножко грустно, конечно, но я надеюсь, что выйдут дополнения, которые мы с вами обязательно пройдем. Ну что ж, наше приключение подошло к концу. С вами был Элиторн. Спасибо за то, что были со мной на протяжении этого приключения. Если можете, посоветуйте, какую игру пройти следующий. Вот, потому что теперь уже пока я свободен, потому что Ведьмака, к сожалению, я записать не смогу. Хотя обязательно в него поиграю. Вот. В любом случае я какую-нибудь игру выберу. Вот. Но вы также пишите в комментариях к видео, просто на канале, о том, что хотелось бы увидеть именно вам. Приму все пожелания и вынесу какое-то решение, да, выберу какую-то игру. Ну что ж, до следующего приключения.